Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю под такими играми, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. В течение последних нескольких лет наша преданная своему делу команда Rework усердно работали над обновлением одной из базовых игровых областей American Truck Simulator. Мы, конечно же, имеем в виду проект California Rewake, и сегодня мы рады представить вам более подробный предварительный просмотр того, чего они достигли на заключительном этапе этого проекта. Четвертый этап проекта переработки Калифорнии посвящено южному региону Калифорнии и включает 10 городов, 3 из которых являются совершенно новыми для экономики АТС. Как вы можете себе представить, что это была грандиозная задача для команды. Как и в предыдущих этапах, большая часть исходных базовых карты была удалена и полностью переработана с нуля. Водители, работающие в этом регионе, могут рассчитывать на доставку грузов в Бейкерсфилд, Санта-Мария, Окснард, Михуэ, Барстоу, Индио, Балайт, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Эль-Сентеро и обратно. Это было непросто. Наша команда тщательно проработала огромную территорию, чтобы включить в игру как можно больше деталей, в том числе точной планировки городов, отрасли промышленности и дорожную сеть, при этом работая в рамках ограничений нашего игрового движка, масштаба карты и, конечно же, реалистичных маршрутов для грузовиков. Дорожные сети также важны, как и сами города, поскольку они позволяют водителям быстро и безопасно добираться до места назначения. Наша команда сосредоточилась на перестройке ключевых маршрутов, в том числе основных прибрежных автомагистралей, такие как US-100, СА-1 и И5. Кроме того, было модернизировано несколько других важных маршрутов, таких как СА-58, СА-14 и СА-99, а также автомагистрали I-10, I-15, I-40 и I-8, которые служили жизненно важными связующими звенами с соседними штатами США. Вы также увидите множество мест для отдыха и стоянок для грузовиков, которые были тщательно переработаны в рамках этого обновления. Кроме того, сельскохозяйственные инспекционные станции Калифорнии, которые играют важную роль в защите сельскохозяйственных культур, дикой природы, продуктов питания штата, было уделено также пристальное внимание. Эта станция играет жизненную важную роль в защите сельскохозяйственной отрасли Калифорнии. Завершающая фаза обновления Калифорния выйдет вместе с обновлением 1.53, которое будет бесплатным для всех владельцев American Truck Simulator. Тем временем планируем еще один пост в блоге, в котором расскажем о паре крупных городов, которые были обновлены. Поверьте, вы не захотите это пропустить. До тех пор мы надеемся, что вам понравятся скриншоты и работы, проделанные командой в California Rewake. Обязательно поделитесь с нами своими комментариями и первыми реакциями в наших официальных социальных сетях и на наших официальных форумах, так как мы будем рады их услышать. А пока продолжайте работать. Греция. Можешь похвастаться огромными разнообразными природой и ландшафтом, от скалистых гор и пышных лесов до безмятежных островов и сверкающих береговых линий. В нашем предстоящем дополнении Греции для Euro Truck Simulator 2 у вас будет возможность полюбоваться некоторыми жемчужинами, которым может предложить эта страна. Поскольку климат страны преимущество средиземноморский, большая часть Греции довольно засушливая. Однако Греция также отличается широким спектром микроклиматов и местными вариациями из-за своего горного рельефа. Это, в свою очередь, позволяет процветать в Греции разнообразным растительностью, которую наша команда усердно трудилась, чтобы предоставить в этом дополнении, включая кипарисы, пальмы и олендары, и, конечно же, большие оливковые сады, которые есть по всей стране. Во время путешествия по нескольким островам вы увидите множество природных достопримечательностей, такие как монастырь Метеора, ряд скальных образований, сформировавшихся около 60 миллионов лет назад. Их характерные разнообразные формы со времен были сформированы под взаимодействием воды, ветра и экстремальных температур. На вершинах этих образований находится выдающийся комплекс православных монастырей, который находится под охраной и внесены в список объектов всемирного наследия. Одной из природных достопримечательностей, которую мы не могли пропустить, является город Олимп, сочетающий обитателям богов и местом, где в греческой мифологии находится трон Зевса. За прошедшие годы погодные условия сформировали гору Олимп, образовав глубокие ущелья в возвышенные плато и кладкие склоны с зубчатыми вершинами, придав ей уникальную форму.
И еще это не все. Вас ждет множество других природных зон и достопримечательностей, которым можно полюбоваться, в том числе озеро Полифиту, одно из крупнейших искусственных озер в Греции. Во время путешествия по стране вас ждет потрясающие виды на побережье и островов. Кроме того, водители, путешествующие из Албании по Делси и Западные Балканы, могут воспользоваться возможностью добраться до Греции через живописный перевал Логара. Сегодня мы не будем раскрывать все секреты, но в нашем грядущем дополнении Греция вас ждет много интересного, и мы с нетерпением ждем возможность поделиться с вами подробностями. Если вы хотите поддержать разработку этого грядущего дополнения, обязательно добавьте его в список пожеланий Steam. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Ссылочка на данный DLC располагается в описании данного видео. Северные леса Норвегии, Швеции и Финляндии – один из самых красивых и экологических чистых регионов Европы. Сегодня мы рады поделиться с вами видами некоторых лесов, которые были виртуально реализованы в нашем грядущем дополнении Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2. Листайте и дальше, вам понравится этот блок. Северные регионы Финляндии, Швеции и Норвегии имеют схожие лесные биомы, однако, путешествуя с юга в самый северный район этих регионов, вы заметите некоторые различия в том, как растут эти леса. В самых северных районах региона леса характеризуются разряженными открытым ландшафтом, более низким температурой, более коротким вегетационным периодом ограничивают высоту и густоту деревьев, в результате чего они растут медленно и часто живут много лет. В то же время на юге можно встретить более густые и высокие леса, которые благоприятствуют более мягким температуры и более продолжительный вегетативный период. В этих регионах виды деревьев более разнообразны, что приводит к появлению более ярких и зеленых и пышных лесов. Вместе эти леса представляют собой прекрасные гобели природы, демонстрирующие устойчивость и разнообразность реального биома. От величественной северной тайги до процветающих южных редколистных, они необходимы для местной дикой природы и биоразнообразия, обеспечивают образ жизни и работу для тех, кто живет в очень отдаленных районах этой части мира. Мы с нетерпением ждем возможность поделиться с вами новыми превью из этого грядущего дополнения. Если вам понравится то, что вы видите сегодня, подумайте о том, чтобы добавить это дополнение в свой северный горизонт в свой список пожелаемого в Steam. Это действительно поможет поддержать нашу будущую релиз. До новых встреч. Ссылочка на данный DLC будет располагаться в описании данного видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Сегодня мы рады сообщить вам, что ветка 1.53 Open Beta для American Truck Simulator теперь доступна для тестирования. Если вы планируете участвовать в этой открытой бета-версии, мы просим вас помочь нам, сообщая о любых ошибках, с которыми вы можете столкнуться в соответствующих разделах наших официальных форумах. Ваши отзывы и отчеты чрезвычайно важны для нашей команды, и мы заранее благодарим вас за то, что вы нашли время помочь нам. Итак, без лишних слов, давайте посмотрим, что приготовил нам открытая бета-версия 1.53. Четвертый этап проекта California Rewake посвящена под южным регионам Калифорнии и включает 10 городов, 3 из которых являются совершенно новыми для American Truck Simulator. Водители, работающие в этом регионе, могут рассчитывать на доставку грузов в Бейкерсфилд, Санта-Марию, Окснард, Мэхивью, Барстоу, Индио, Блайт, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Эль-Сантеро и обратно. Как и на предыдущих этапах, большая часть оригинальной базовой карты была удалена и полностью переработана с нуля, включая прилагающие города территории. Наша команда также сосредоточилась на перестройки ключевых маршрутов, в том числе основных прибрежных автомагистралей, таких как USA 101, СА-1 и 5. Кроме того, было перестроено несколько других важных маршрутов, таких как СА-58, СА-14 и СА-99, а также автомагистрали I-10, I-5, 15, I-40 и I-8, которые служат жизненно важными связующими путями с соседними штатами США. Более подробно об этом этапе проекта переработки вы можете прочитать в специальном постоблоге.
Начиная с обновления 1.50 мы внедрили и затем расширили функцию динамичной погрузки и разгрузки грузов. До сих пор дальнобойщики могли использовать эту функцию при перевозке зернового бункера, фургона для щепы или лесовоза. При использовании лесовоза дальнобойщики могли перевозить бревна и наслаждаться минимальной погрузкой и разгрузкой только в Арканзасе. С обновлением 1.53 мы рады сообщить вам, что эта функция будет доступна на всей территории США. В обновлении 1.53 каскад пятого поколения будет добавлен в Driving Academy. Наш новый грузовик модели представлен в обновлении 1.52. Этот ультрасовременный грузовик с новейшим дополнением к списку грузовиков АТС. И теперь у вас будет возможность опробовать его в различных сложных сценариях в Driving Academy. Мы рады представить функцию, которая, как мы полагаем, многим игрокам покажется полезной, особенно тем, кто часто настраивает свои настройки, чтобы точно настроить то, что им больше нравится. При изменении параметров с значением по умолчанию игроков теперь будет визуальная индикация того, когда параметр был перемещен или изменен и состояние по умолчанию. Настройки, которые были изменены по сравнению со значением по умолчанию, теперь будут отображаться небольшим визуальным индикатором рядом с этой настройкой. Мы надеемся, что это поможет пользователям определить, какие настройки были изменены по сравнению со значением по умолчанию. Еще одна новая функция, которую мы рады добавить в этом обновлении, плавное и автоматическое центрирование камеры. Теперь игроки могут включить эту новую функцию, чтобы в этом автоматически возвращать камеру в центральное положение после ее перемещения. При активации игроком или при движении вперед функции плавного центрирования становится заметное плавное перемещение камеры в центральное положение. Это дополнение содержит ряд параметров для настроек под вашим предпочтением, в том числе 3 варианта скорости, которые определяют, насколько быстро или на медленном камера возвращается в центр, а также возможность установить количество секунд задержки перед повторным центрированием. Для игроков, которые используют сторонние решения для отслеживания положения головы или предпочитают настраивать положение камеры вручную, также есть возможность полностью отключить эту функцию. Мы также обновляем дополнение Special Transport в рамках проекта California Rewake. Мы добавили новый маршрут для перевозки негабаритных грузов между восстановленными городами Лос-Анджелес и Сан-Диего по трассе I-5. Но это еще не все. В ответ на отзывы сообщества мы решили повысить максимальную скорость для специальных транспортных доставок. Транспортные средства, сопровождающие сами транспортные грузовики, теперь будут двигаться со скоростью до 90 км в час, что больше предыдущего ограничения в 64 км в час. Мы хотели попросить наших игроков попробовать это обновление и поделиться отзывами о том, что улучшает ли оно погружение в игру и общую плавность этих заданий. В обновлении 1.53 мы также добавили новую функцию скользящих тандемов. Раньше игроки могли устанавливать оси прицепов только в фиксированном переднем или заднем положении. Теперь некоторые прицепы оснащены обновленным шасси, позволяющим игрокам свободно перемещать оси, чтобы оптимизировать распределение веса груза. Но будьте осторожны, чтобы сделать эту функцию максимально реалистичной. Если расстояние от задней оси прицепа до цепфы превышает 40 футов, вы рискуете получить штраф на калифорнийских пунктах весового контроля, а в некоторых случаях непосредственно от полиции. Так что наслаждайтесь всеми новыми дополнениями, но, пожалуйста, помните, это всего лишь открытая бета-версия, а не стабильная публичная версия, поэтому вы можете столкнуться с ошибками, нестабильностью или сбоями. Если вы хотите дождаться финальной версии, это совершенно нормально. Но если вы хотите помочь нам ускорить процесс, мы будем признательны за все ваши отзывы на наших форумах и сообщения об ошибках в этом разделе. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей вики-страницей о модификациях, чтобы узнать подробности о модификации для этой игры. Сегодня мы рады поделиться с вами особенными эпизодами Saints Row. Присоединяйтесь к нам на полигоне Daimler Trucks North America в Мадрасе, штат Орегон, США, где мы познакомились с Каскаде 5-го поколения, который недавно был добавлен в качестве управляемого грузовика в American Truck Simulator наряду с выпуском реального грузовика.
Во время нашего визита Оскар, наш директор по глобальному партнерству, имел удовольствие встретиться с Тимом Нортоном, менеджером по маркетингу силовых агрегатов Daimler Trucks North America. Тим подробно рассказал нам о новом каскаде 5-го поколения, показав его изнутри и снаружи. Этот эпизод содержит подробную информацию, в том числе об истории каскаде, ключевых изменениях в каждом поколении и о том, что делает каскаде 5-го поколения самым современным и аэродинамичным грузовиком на сегодняшний день. Ссылочка на данный видеоролик будет располагаться в правом верхнем углу экрана. Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров за то, что они позволили нам снять этот эпизод и поделиться им с вами, а также за гостеприимство, проявляя команды во время нашего визита. Мы действительно многому научились и уверен, что вы тоже. Если вам понравился этот выпуск, мы будем рады вашим комментариям. Не забудьте сообщить нам о своей любимой новой функции каскаде 5-го поколения, а также поставить лайк и подписаться на нас. Это действительно помогает поддержать наш канал и видео. Скоро увидимся с вами в следующем выпуске, а пока продолжайте в том же духе. Ссылочка на данный DLC будет располагаться в описании данного видеоролика. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Вы сможете увидеть фейлы моменты прохождений. Также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС, ВК или Телеграм. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Ну что, дорогие друзья, вот такая новостная неделя получилась. С вами был, как всегда, я, Михаил Санала Пейкмейкер. Не забудьте план действий, которые видите на ваших экранах. Лайк, колокольчик, подписка на канал. Всем пока.